Людмила стояла у окна и прижимала лоб к холодному стеклу. За стеклом память о прошлом, детский смех, запах обеда и шум кухни, который когда-то держал дом вместе. Сейчас в комнате пустота, будто дом перестал дышать вместе с людьми. 182 дня прошли с той черты, до и после, когда счастье сменилось бесконечной паузой. Кухня сияла стерильной чистотой, стол не скрипел хлебом, посуда не блестела, и даже запах горелой выпечки исчез вместе с привычной суетой. В этом безмолвии она училась жить без того, что когда-то называли счастьем, без голоса мужа и без звонка друзей. Десятилетняя Лиза в растянутой пижаме с мишками села за стол и смотрела в одну точку. Ее глаза, как омуты, где таится забытое детство и обещание, будто утопают в тишине. Она не здоровается, не отвечает на вопросы матери, не поднимает взгляд и не пытается улыбнуться. В ее взгляде пустота, которая кажется бездонной. Мать говорит ей, пытается улыбнуться самой себе, но слова скатываются по горлу, не достигая движения губ. Лиза словно живет в другой комнате времени, где звуки – это эхо прошлых разговоров, а будущее неуверенно смотрит в них. Андрей, старший брат Людмилы, приносит продукты и помогает по дому. Он замечает, как изменилась мать. Глаза устало смотрят в одну точку, украшения давно исчезли, зеркало больше не отражает ту улыбку, что раньше заставляло верить в свет. Он пытается поднять настроение легкими шутками и планами на выходные, но Людмила не выходит на улицу. Каждая прогулка напоминает ей о том, что мир идет своим путем, а она остается позади, как забытая песня. Андрей держит внутри себя мысль, как вернуть свет в этот дом, если каждое движение дается с болью. Людмила выходит на крыльцо, бьем по кушку. Дом кажется ей огромным, пустым склепом. Каждая комната хранит следы присутствия мужа. Чашки на кухне, фотографии на стенах, рукописные письма, которые когда-то держали их вместе. Ее роль стала капитаном тонущего корабля. Стоять на мостике ради дочери, чтобы та не утонула в тоске. В груди тяжесть, которая не отпускает. Мысли о том, как вернуть жизнь в дом, как вернуть свет детям, как сохранить себя в этом процессе. Но мостик держится некрепко, и она знает, если она сойдет с пути, погибнет и все вокруг. В гостиной они открывают старый фотоальбом и листают страницы времени, которое ушло. Людмила пытается поддержать дочь словами, но сама уже не верит в их силу. Пустота пульсирует между ними, как открытая рана. Лиза смотрит на фотографии, и в ее глазах отражается боль, но вместе с тем появляется едва заметный луч. Возможно, когда-то мир может вернуться к ним, если мать найдет в себе смелость говорить и действовать. Ночью Людмила выходит за калитку и слышит протяжный вой собаки. Вой разносится по ветру, будто зов из прошлого. Голод, холод, лишение. Она идет к дому номер 12, к запущенному заброшенному месту, где царит запустение. Ветер приносит запах земли и металла, и ночь превращается в сцену чужой боли. В этот момент она ловит себя на мысли: может ли помощь быть рядом, если человек не идет туда, где боль? Собака на короткой цепи пытается дотянуться до перевернутой банки. Ее глаза — зеркало той тьмы, что гложет Лизу и мать.
бесконечная ночная пустота. Пес ждет удара, миска пуста, вокруг ни крошки еды. В этот миг Людмила видит не просто животное, а отражение своей боли, боли молчания и одиночества. Она понимает, что этот зверь может стать началом перемен, если найдет человека, который не оставит его одного. Людмила вспоминает прошедшие месяцы и свое молчание. Пес кричит за них обоих, требуя справедливости у неба. Из дома Сизовых доносится грохот и брань. Пес пытается стать невидимым. Она осознает, что молчание не путь выживания, а ловушка, где можно потерять себя и близких. В памяти всплывают образы мужа, его смелость и ошибки, и она понимает, дом может стать местом доверия и жизни, если найдут силу не молчать, а говорить и действовать. Людмила видит, как яростный зверь превращается в напуганное существо. Ей приходит мысль: нельзя пройти мимо. Она должна помочь ради дочери и ради собственного чуда внутри. Пес смотрит на нее усталыми глазами, как бы говоря: «Спасибо за то, что не забываешь». Людмила наполняет бутыль водой и берет миску. Она идет к дому Сизовых, не смущаясь холода и тревоги. Внутри шканли тишина, снаружи буа. Жар нежелания пройти мимо чужой боли. Ее руки дрожат, но это не слабость. Она делает шаг к боли, чтобы подарить этому существу шанс на спасение. Людмила осторожно протягивает миску. Пес принюхивается и начинает пить. Их взгляды встречаются, и в ее груди загорается теплота. Она чувствует, как живое тело, теплое, под жесткой шерстью, придавляет ей уверенности. Их контакт – первые настоящие шаги доверия между человеком и существом, между прошлым и будущим. Хозяин пса Сизо появляется и угрожает Люсе. Он замахивается палкой на пса, который отступает. Сердце девушки сжимается. Страх за себя, за дочь, за пса. Она убегает домой, не став на стену, но ее мыслям не место в пустоте. Она держит в памяти смысл. Можно и нужно действовать ради жизни, даже если путь рискован. Андрей объясняет, что никто не поможет псу и возможны последствия вмешательства. Люся чувствует себя беспомощной, но не может смириться с тем, что мир выбирает молчание. Она знает, что Лиза и пес требуют ее внимания, и она готова рисковать. Андрей настаивает на защите Лизы, но Люся понимает, жить в страхе за себя и дочь – не жизнь. Она принимает решение рискнуть ради пса и, возможно, ради семьи. В ее груди зреет план. Не героизм ради смысла, а практичный путь к помощи. Лиза спрашивает о плачущем котенке. Люся понимает, что должна говорить честно, но она лжет, что это ветер. Решимость обретает форму. Она готова действовать, чтобы вернуть дом человеку и животному тепло и доверие. Ночью Люся слушает шорох яблони и решает дать повод себе веру в силы. На кухонных часах начало 10-го вечера. Холод сковывает тело, но внутри растет уверенность. Они могут начать спасение вместе. Лиза спит. В доме тишина. Люся берет еду и выходит на крыльцо. Воздух пахнет гарью и хвойной смолой, иней хрустит под ногами. Ритуал начинается не как битва, а как обещание вернуть тепло и доверие в дом. Люся подносит хлеб к конуре. Пес появляется из тени, принимает еду и начинает пить. Их взгляды встречаются. Снова тепло живого тела под шерстью. Он ждет больше, чем пищи. Он ждет поддержки и безопасности. Она понимает, доверие может расти шаг за шагом.
Люся приносит еду на фанеру. Пес ест до последней капли. Он становится дружелюбнее, хвост начинает вилять. Для нее это знакомство с новой целью и смыслом жизни. Дом начинает дышать по-новому. Не тяжесть боли, а тепло общей заботы. Лиза замечает, как мать кормит пса. Между ними рождается молчаливый договор. Первый заговор без слов. Они идут к свету вместе. Кормление становится актом искупления и мостом к новой близости. Пес учит их терпению. Слушать, ждать, угадывать шаги. Пес становится зеркалом их силы и уязвимости одновременно. Люся задерживается у забора. Пес прижимается к ее ладони. Скрип половиц в доме Сизовых идет как тревожный сигнал. Она прячет страх, возвращается домой с запахом шерсти и надежды. Якорь в сознании, который не дает забыть цель. После похорон Люся спит без кошмаров. Внутри нее идет восстановление, вера в будущее, дыхание Лизы, шаги по дому, которые перестали звучать как призраки. Она чувствует, как мир возвращается, пусть не таким, как прежде. Мороз отступает, появляется сырость. Окна Сизовых молчат. Она осторожно открывает калитку и чувствует, что перемены идут. Тревога не исчезает, но внутри появляется другая мысль – не сдаваться. Люся приносит миску с едой. Пес лежит на земле, не реагируя. Он поднимает голову. Усталость и букебель читаются в глазах. Она пытается накормить его, но он не отвечает. Слишком слаб. Рядом тепло ее рук. И это дает ей веру, что мир может вернуть вкус жизни, даже если он ломок. Пес обхватывает колено Люси лапами и прижимается к ней. Он скулит, выражая одиночество и боль. Это объятие не просто жест сочувствия, а акт доверия и благодарности. В этот миг она понимает, они не одиноки, если друг рядом. Люся плачет, но рядом теплое сердце пса. Она обнимает его, и его тепло возвращает ей веру в себя как мать и человека. Их объятие становится символом поддержки и новой силы, не только для пса, но и для самой женщины, которая учится жить с болью и находить в ней смысл. Дом наполняется теплом. Лиза обнимает мать, и они начинают исцеляться вместе. Но перед ними стоит еще вопрос. Что делать с псом и как сохранить его в мире, который не всегда добр к тем, кто слабее? В них рождается тихая решимость держаться друг за друга. Люся решается на спасение пса, но сталкивается с угрозами хозяев. Хозяйка угрожает ей, хозяин – псу. Она возвращается домой, но с новым ощущением опасности и ясностью. Путь к справедливости – это не нападение, а защита жизни. Она готова продолжать, даже если мир против них. Андрей пытается отговорить ее, напоминает о долге матери, об опасности и о последствиях. Но Люся знает, если не рискнуть, не будет будущего и для Лизы, и для пса. Они стоят вместе перед выбором – идти вперед или позволить миру разбить их. Внутри нее идет война между разумом и чувством долга. Она понимает, что страхи не исчезнут, но без риска их не победить. Она учится слышать сердце, которое подсказывает путь к действию. Она принимает твердое решение – больше не просить совести хозяев. Дом замирает в ожидании перемен. Лиза слушает ветер, Люся ищет путь. И впереди новая жизнь, где добро не редкость, а привычка. Дома все еще тихо,
но в воздухе проскальзывает шанс. Лиза держится за мать. Она начинает верить, что мир может быть добрее. Люся чувствует, что у нее внутри зреет новая сила, чтобы защищать и поддерживать. Лиза произносит «Мама не басабе». Не просто слово, а знак того, что мир внутри нее начал оживать. Она спрашивает, можно ли забрать пса к себе. Этот момент становится ключом к новой реальности. Живое существо рядом. И они должны сделать все, чтобы его жизнь продолжалась. Люся объясняет Лизе, что у пса есть хозяева, что взять его без согласия значит украсть жизнь. Лиза настаивает, что живое не вещь. Она указывает на страдающего пса и просит справедливости для него. Их разговор – обещание действовать честно, даже если мир не готов принять их решение. Лиза говорит, что папа бы забрал пса. Люся вспоминает его доброту и смелость и понимание, что Лиза ждет от нее поступка, который вернет миру веру в добро. Она обещает себе не подвести дочь и не уйти в молчание, найти путь к спасению пса и к возрождению мира внутри дома. Люся внимательно следит за домом номер 12, отмечая уход Сизовой и начало посиделок. Это дает ей умение читать улицу как карту и видеть возможности там, где другие видят опасность. Двор пуст и тих, окна смотрят как черные глазницы. Зловещая тишина напоминает, что зло не всегда кричит. Иногда оно ждет. Но у нее теперь есть цель, и она найдет путь к справедливости. Люся находит пса в грязи. Тело слабое, дыхание редкое. Она понимает, времени мало. Ей предстоит действовать быстро, чтобы спасти не только пса, но и часть себя, которая еще верит в будущее. Люся решает незамедлительно действовать, шаг за шагом к конуре, к цепи, к миру, который может погибнуть. Цепь ломается. Пес свободен, но слишком слаб, чтобы радоваться. Ей придется нести его домой. Цена риска тяжела. Она может потерять себя, но она знает, если не пойдет вперед, потеряет больше. Люся обнимает пса, вспоминая слова мужа. Правильные вещи требуют мужества. Ее тепло дает псу шанс пережить ночь. Этот шанс становится началом их общего пути. Путь к новой семье и новому миру в доме. Пес делает последний рывок и поднимает глаза к спасительнице. Это воля к жизни, искра надежды. Она ощущает, она может нести ответственность за кого-то еще. Люся идет по грязи, неся пса на руках. Прохожие отворачиваются, но ее глаза светятся теплом и решимостью. Она идет туда, где дом должен быть местом жизни, а не только памяти. Дойдя до ворот, руки немеют, но внутри горит огонь. Она укладывает пса на коврик. Лиза выходит в коридор и замирает. Мир меняется, и это его начало. Андрей обещает принести мясо и витамины для пса и упоминает ветеринара. Это дает им уверенность, что помощь близка и реальна. Лиза поет колыбельную, гладя пса. Пес засыпает, и дом снова наполняется теплом. Мир медленно восстанавливается, не так, как прежде, но с новым смыслом. Через 3 недели дом на улице Вишневой перестает быть холодным музеем памяти. Люся строит новую жизнь на обломках старого, заботясь о Лизе и о псе, ставшем частью семьи. Холод отступает, стены звучат по-новому. В доме пахнет овсяной кашей, уютом и здоровой собакой. Утро начинается с стука хвоста пирожка, приветствующего Люсю. Лиза возвращается к жизни, ее молчание уходит, и мир снова становится цветущим.
Лиза называет пса пирожком. Мило и просто, как детское счастье. Пирожок оказывается чутким и умным другом. Андрей приносит сахарную кость и рассказывает, что участковый не стал бы вмешиваться в частную собственность. Но они идут дальше. Их маленькие победы становятся шариками для большого доброго вида. Дом Сизовых заколочен, они исчезли. Пирожок – мост к новой реальности, где семья учится жить с болью прошлого и превращать ее в силу заботы и ответственности. Люся касается лапы пирожка. Он отвечает радостно. Они понимают, что больше не будут одни. 3 сердца, соединенные благодарностью и любовью. Андрей остается рядом как поддержка, мост между прошлым и будущим. Дом превращается в место, где доброта – сила, а любовь к жизни – свет, который пройдет через любую бурю. И вот они, 3 сердца, связанные общей болью и надеждой, учатся жить заново. Они не забывают прошлое. Оно остается уроком и песней боли. Но впереди новая история. Пирожок как символ того, что спасение одного существа может спасти целую семью, а последнее объятие этой истории остается памятью о том, что даже в самой темной мгле свет найдется там, где есть рука, готовая держать другую руку.